Я вам покажу, как вы сами можете сшить себе вечернее, выпускное, ну, любое праздничное платье. Для этого нужно будет метр ткани широкой, ширина 1,50 м, любой, которая вам понравится. Вот. И начнем мы со снятия мерок. Первая у нас мерка — обхват груди. Таким вот образом снимаете. Самым обязательно в бюстгальтере по самым выпуклым местам груди меряете. Вот, и записываете. Обхват груди 98. Обязательно, потому что надо записывать. Обхват талии. Вот 78, например, у меня. Талию обязательно мерять предварительно, завязавшись шнурком. То есть так, чтобы вас оно не стесняло, чтобы можно было дышать. Вот. Ваша естественная мерка талии. Вот. И только потом по этому месту вот снимать. Я другим шнурком завяжу сейчас. Талия, да, вот 78. Угу. Бедра меряем по самым выпуклым местам ягодиц. Чуть-чуть, возможно, на живот. Вот. У меня они 100 сантиметров. Так, дальше длина лифа. Длина лифа у нас будет вот он, лиф наш начинается вот отсюда. Длина лифа 4 сантиметра у нас идет на декоративную подгибку. 4 сантиметра плюс длина лифа 21 сантиметр. И до талии у нас 30 сантиметров. Это мы все записываем. Длина лифа с подгибкой 21 сантиметр. Длина лифа до талии 30 сантиметров. И длина лифа талии и низа у нас будет, ну, у каждого своя длина. Выберите свою длину. У меня, ну, например, 80. Вот, пишем. Все изделие у нас 80 сантиметров. Ну, теперь будем делать лекало. Для лекала я склеила 2 газеты. Вот. Дешево и сердито. Вот. Делаем лиф сначала по нашим меркам. Обхват груди, обхват талии, обхват бедер делим на 4. Все эти мерки делим на 4. Вот. И начинаем с обхвата груди. У нас он 24,5. И длина его у нас, длина лифа 21 сантиметр. Вот это вот такая вот сетка нашего лифа. Четыре сантиметра мы сразу выделим, чтобы знать, что это наша подгибка. Вот это у нас боковой шов. Мы его делим пополам.
у нас получается так, 17 сантиметров делим пополам, 8,5. Вот. И по 2,5 сантиметра вверх и вниз. Проводим линию которая у нас 8,5 от 8,5 сантиметров. Но она у нас где-то будет приблизительно сантиметров 10. Ставим отметку. Это у нас длина выточки нагрудной. И вот такой вот треугольничек там образует у нас такую выточку. Дальше где-то от середины, от центра переда 11 сантиметров. Вот. У нас будет 1,5 сантиметра. Это складочка. Вот мы ее просто вот так вот помечаем. Дальше мы вырезаем наш шлейф. Вот, вырезаем выточку. И смотрим, когда она складется у нас вот таким вот образом на груди. У нас получится боковой шов не совсем ровный. Вот. Вот вы видите, да? Такие вот у нас неровности пошли. Вот это вот надо срезать сразу же. То есть мы пометим. И срежем это лишнее, чтобы на примерке не убирать. И складочку вот эту вот мы сразу же вырежем. Пусть она у нас будет видна. Так. Лиф готов у нас. Это вот подгибка у нас будет. Она, конечно, на лицевую сторону у нас пойдет. Вот так вот. Вот так вот. Вот наш лиф. Дальше у нас идет юбка. 100 сантиметров, да? Вот. Делим на 4, получается 25. Вот эти 25 сантиметров мы откладываем по всей длине юбки. У кого какая. Вот, например, у нас она получилась, у меня она получилась. Так, сейчас, секунду. Я сделаю на всю длину такую линию. Вот, и считаем, сколько у нас получилась длина лифа, талии. Угу. Значит, нам нужна ширина вот такая вот. Ширина. Вот под грудью, то есть ширина лифа
под грудью у нас вот такая вот получилась, да. Вот это вот нам нужно будет соединить, совместить как-то вот с боковым швом. Но я бы вот его сразу не срезала бы. То есть вот такой вот запас я бы и оставила. Просто на примерке уже будет больше и лучше видно, что нам нужно урезать, что оставлять. Вот. Меряем. Если у нас мерка вот так вот снята, значит мы 80 сантиметров. Вот здесь вот у нас получится. Вот. Проводим ровную линию. Таким вот образом. Здесь на 2 сантиметра боковой шов мы поднимаем сразу же. Ну, просто это все равно придется делать. Вот. И у нас получается вот такая вот юбка. Пока что это как прямоугольник. Ну, после примерки посмотрим, что нам больше понравится, что меньше. И вырезаем этот прямоугольник, чтобы отложить его на ткани. Без всяких припусков. Просто вырезаем все. Вот такие у нас две детали. Будем раскладывать на ткани. У меня ширина ткани 1,10 м. Ну, у вас она, похоже, будет 1,50 м. Это для... Почему это лучше? Потому что ширина юбки будет так разгульнее. Я вам хочу показать сейчас раскладку лифа. Вот если это шелк, то, пожалуйста, укладывайте его так вот, чтобы была вот тут вот ровная линия, потому что он имеет такую способность ложиться волнами. Вот у меня для этого очень удобная скатерть. Я по одной линии выложила край. Вот. И таким вот образом переднюю часть я обмелила. Вот. Ну, пока что без припусков. Ну, мы будем вырезать с припусками. То есть вот тут по боковому шву сантиметр пойдет. Выточку мы не вырезаем. Вот. И по низу. Вот таким вот образом. Вот. Вырезается это так. Вот. Переносится. Чтобы у нас верх, лиф, был сплошной по центру. Вот. Можно чем-то придавить вот тут вот сверху. Это верхняя часть. Вот. Ну, можем сразу пометить, здесь у нас в верхней части будет такая вот отделочная подгибка 4 сантиметра. Вообще она будет 3 сантиметра, но сантиметр пойдет на подгибку. На подгибку самой подгибки. Вот так вот. Так, вот это вот мы вырежем. Дальше нам надо спинку сделать. Краим спинку лифа таким образом. Меряем боковой шов без выточки. Вот у нас он получается 16. Плюс сантиметр на шов. Вот. 17.
Так, 16 плюс сантиметр на шов. 17. И такой вот у нас будет лиф спинки. Да, ну вот это вот я уже с сантиметровым швом. Так, здесь вот по боковому шву тоже припуск. Ну все, можно вырезать. Ага, подгиб мы еще тут сделаем сейчас, чтобы потом просто перенести быстрее. Угу. Так, вот. Вот по вот этим краям вырезаем спинку лифа. Так. И с припуском вот по вот этим краям вырезаем лиф. Делаем вот тут вот рассечки, там где у нас выточка. Вот тут вот тоже 2 рассечки. Все, можно резать. Это вот юбка. Так, сделаем мы ее таким вот образом. И на всю длину. Угу. Так, ну здесь вот максимально расширить. Если у вас 1,50 м ширина ткани, у вас, конечно, будет к низу она пошире. Вот у меня 1,10 м, или чуть поуже будет. Так. Ну, тут без разницы, какое полотнище, переднее или заднее, одинаково. Вот. У меня по кромке она при сборе на ткань, поэтому я уравниваю поверху. Так. Вот, и до самого низа. Вот внизу тоже. Такой вот низ у нас по бокам немножко поднятый. Так. Боковой шов у нас максимально расширяется. Вот так вот. Вот по меловой линии мы режем, вырезаем юбку. Это боковые швы. Мы вырезали наши части: переднее и заднее полотнище юбки, передняя часть лифа и задняя часть лифа. Еще надо вырезать бретели длиной 40 сантиметров и шириной 7. Вот. Ну, дальше нам нужно вот эту выточку перенести. Вот эту подгибку, это я поспешила, уже сделала. Вот. Ну, нам надо вот эту выточку нагрудную, которая с бокового шва будет идти, нам надо перенести на противоположную сторону. Как мы это делаем? Мы скалываем, уравнивая вверху, вот таким вот образом. Вот это один край выточки. Второй край
нижняя часть лифа. Вот. Так вот делаем. Тут вот уравнивая. С шелком сложно работать. Ну, он того стоит. Так, и помечаем таким вот образом. Мелом. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Переносим эту выточку. Таким вот образом. Это вот будет у нас изнаночная сторона. На примерку будем сметывать выточки, подгибку, такую декоративную. Вот она у нас будет вот впереди, сверху. По спинке тоже будет такая же подгибка декоративная. Вот она. Потом лиф приметываем к юбке и по боковым швам. То есть я вот сейчас вот вам показываю, как выточку сметываем. Соединяем так, чтобы края попадали. Вот они. Тут можно даже иголочкой заколоть. Вот. И выточку таким вот образом сметываем. И закрепляем. Со второй выточкой то же самое делаем. Вот выточку сметали. Дальше боковой шов сметываем. Выточку направляем вниз. Вот, потому что она у нас будет мешать на подгибке декоративной. Вниз направляем ее. Так, у нас шов где-то около 1,5 сантиметров. Хотя мы делали запас, по-моему, сантиметр. Запас на шов я имею в виду. Так. Вот у меня по меловой линии я вижу. Вот здесь вот где-то. Так, выточку вниз отправляем. И видите, я ее немножко делаю со скосом, чтобы она не затягивала. Вот, и до верха. Вот это мы сделали. Вот тут у нас меловая линия. Вот мы по ней сгибаем, прикалываем булавками. Вот. Дальше на 5 миллиметров делаем подгибку. Это уже пальчиками. Вот, и приметываем. Таким вот образом. На примерку это, знаете, не столь важно. Ну, мне вот захотелось вам показать, как это сделать. Вот, и до конца. Считаем.
Дальше берем юбку и по боковому шву складываем ее лицом, лицо к лицу. Лицо у нас матовое. Вот. И по боковому шву сверху донизу на 1,5 сантиметра сметываем. Мы сметали боковые швы, вот видите, и закладываем вот такие защипчики. Это у нас все на передней половинке. Вот выточка. И закладываем. Дальше сметали боковой шов. Вот. И я тут вижу, что у меня получится юбка шире под грудью. Поэтому я вот что делаю. Здесь возьму пошире шовчик. Вот буквально, чтобы юбка поместилась на ширину лифа. Вот. И пущу таким вот образом к низу на нет. Но у меня ширина, вы знаете, 1,10 м ткани, да? Вот юбка к низу на всю ширину ткани будет. У вас 1,60 м, поэтому у вас к низу может быть шире, если вы хотите. Вот. Ну, чтобы одинаково было, конечно. Вот. После боковых швов сметываем лиф с юбкой. Вот наша примерка платья. Мы его меряем без бретелей, с бюстгальтером. Хотя это платье будет без бюстгальтера носиться. Зачем с бюстгальтером? Я вам сейчас скажу, чтобы отмерить длину лямочки, которая нам будет необходима. То есть вот отсюда и сюда. Вот она у нас 36 сантиметров. Так, запомнили, 36 сантиметров, да? Дальше. Вот тут оно мне широковато. Я вот так беру лавочку и закалываю. Где-то вот сантиметра 2. И здесь сантиметра 2. Где-то надо будет убирать. Ну, потом одинаково. Снимаем платье, оставляя на месте бретели булавочку, ну, чтобы знать, где она у нас будет. Эта бретелька сзади также. Вот у нас заколотый боковой шов. Мы его отмечаем с изнанки, прям по булавке проводим мелом. Ну, где-то 2 сантиметра от старой сметки. Нам сейчас нужно боковой шов уменьшить, забрать по 2 сантиметра. Как мы делаем? Отпарываем соединение лифа с юбкой в области бокового шва. Вот. И от нашей старой сметочной строчки откладываем 2 сантиметра. Вот у нас 2 сантиметра здесь. Так. От старой сметочной строчки 2 сантиметра. Здесь проводим линию. На боковом шве то же самое делаем. И сметываем по этим линиям. Вот, 2 сантиметра. И сводим к низу на нет. Это у нас тут будет сметываться.
Потом приметываем вот этот кусочек снова и меряем. Значит, мы сметали платье по новой. Вот тут вот забрали 2 сантиметра. Здесь забрали 2 сантиметра. И я чувствую, что мне оно узковато. Это значит, что я буду делать? Я буду вытаскивать вот эту новую сметку. Оставлю старую. И вот эти 2 сантиметра заложу вот тут вот в складочку на грудь. И здесь тоже сделаю так же. То, что выпустится 2 сантиметра в юбке, у меня вот тут вот будут выточки. Потому что живот небольшой есть. Нам надо его освободить чуть-чуть. И вот тут вот будут у нас выточки с тех 2 сантиметров. Таким образом, в бедрах не будет очень узко. Вот, ну, я просто сложила пополам бретели вырезанные и приколола их на место. Вот здесь у нас все хорошо. Сзади тоже все хорошо. Но будут выточки и здесь вот, и здесь вот. Берем юбку. У нас с изнаночной стороны была намечена выточка. Помните? Вот мы ее переносим рассечкой. Находим с лицевой стороны, делаем рассечку. Вот, сделали, да? Складываем в четверо. Вот. И на всех 4 слоях переносим вот эту рассечку, таким образом помечая, где у нас будет выточка. Дальше находим центр юбки, как впереди, так и сзади. Вот, и относительно центра рисуем выточку. 17 сантиметров. В готовом виде она у нас будет 16 сантиметров. И по обе стороны по сантиметру. Вот, и такой треугольник у нас выточки. Дальше можно будет сколоть, можно сметать. Вот, и стачивать ее. Вот, дальше. Боковой шов на лифе нам надо намелить. Так, посильнее, чтобы он был видно. Потому что мы будем убирать выметку. Ну, давайте, если и с одной стороны, и с другой стороны, потому что неизвестно, по какой стороне мы будем строчить. Вот. И сейчас будем сострачивать выточки. Вот. Иголочкой помечаем на задней части лифа, где у нас будет бретеля. Таким вот образом. Впереди то же самое. Лучше иглой вот так вот пометить. Складочку мы заложили, вторую, под грудью. Вот у нас по 2 выточки. Берем нашу выточку. Вот так вот. Делаем закрепку. Все 4 делаем вот таким образом. Дальше. Боковой шов немножко высвобождаем выточку. Выточку вот строчим точно так же, как на юбке.
Вынимаем сметку. Сейчас нам нужно разутюжить выточки. Значит, вот таким вот образом середину. Вот. Одну заутюжили. В сторону вторую. Вот потом на спинке то же самое делаем. Боковой шов полностью распороть. Ну, мы мелом пометили, да? По меловой линии будем строчить. И вниз выточку нагрудную. Вот так вот. Есть. Дальше место, где будет находиться шлейка наша, тоже вот сгиб небольшой вот так вот делаем, заутюживаем. Это спинка у нас. Вперед тоже вот приутюживаем то место, где у нас будет бретелька. Бретельки просто стачиваем на 5 миллиметров и выворачиваем. Вот такая вот трубочка у нас получается. Вот. И разутюживаем ее. Края нужно будет оверложить. Вот, все. Нам нужно оверложить края бретелек. Вот. Пометить 36 сантиметров от края до края. И пристрочить бретельку на ее место. Разворачиваем подгибку лифа, накладываем центр на центр и вот таким вот образом пристрачиваем в 4 местах. Дальше нам нужно будет подгибку лифа опять приметать. Таким вот образом у нас получится. Опять приметываем. Приметали подгибку верха лифа. Теперь мы ее настрачиваем. 1 миллиметр. То же самое делаем с передней частью лифа. Дальше сострачиваем боковой шов лифа и боковой шов юбки. Именно по той меловой линии, которая нам удобна, то есть после примерки. Если какая-то часть вышла внизу, ничего страшного. У нас ткань достаточно непослушная. Вот. Закрепляем теперь складочки под грудью на передней части лифа.
Со второй делаем то же самое. Вот, боковые швы мы сошьем. Юбки и лифа. Это боковой шов юбки сострачиваем. Боковой шов внизу мы не дострачиваем 6 сантиметров. Зачем? Вот когда мы его заутюжили на одну сторону, оверловали, да, вот эти 6 сантиметров мы застрачиваем вот таким вот образом. Дальше, чтобы сделать нашу подгибку ровной по всему низу, нам надо вот со стороны подгибки нам надо отмелить 0,7-0,5 сантиметра. Вот таким вот образом. И прорисовать это все. Вот. Потом вот это у нас будет такая вот подгибка. Вот так вот, да? Такой же длины, как и вверху, у нас вверху лифа, тоже по всей окружности юбки. Вот дальше мы вот таким вот образом приметываем эту нашу подгибку. Вот. По всей окружности. Вот. Оверложить нужно будет и боковой шов лифа, заутюжить его на спинку, вот таким вот образом. Вот. Здесь вот, как он выкладывается, лиф, таким вот образом надо будет прикрепить его к ткани верха. То есть вот так вот иголочкой пришить вот здесь вот. Я подметала низ, так как пометила его, и тут же сделала отметку складочки над подгибкой низа. Каким образом? Вот от подгибки низа 5 сантиметров, вот, и здесь вот 2,5, здесь вот 5 сантиметров. Две насечки на меловке делаем, так вот по всей длине, по всей окружности, я имею в виду, таким вот образом. Тут 5, 2,5, вот, ну, по всей окружности. И сметать. Ну, я заколола. Вот, дальше начинаем с бокового шва строчить подгибку. Под машинкой растягиваем. Вот, у нас есть подгибка и одна складочка. Сейчас мы вынимаем наметку и приутюживаем вот таким вот образом. Вот так вот приутюживаем. Дальше будем намечать вторую такую вот складочку вот здесь вот. Мы приутюживаем подгибку низа. Складочку загибаем в сторону низа. Вот
вот по кругу приутюжили. И намечаем следующую нашу складочку. От строчки верхней складки делаем 5 и 2,5. 5 и 2,5. И так по кругу. 5 и 2,5. Вот. И сметываем ее таким вот образом. Можно сколоть, можно сметать. Вот, и прострачиваем. Получится вот так вот. Дальше. Я вам хотела показать, как мы боковой шов лифа заутюживаем на спинку. Вот заутюживаем на спинку вот таким вот образом. Придавили. Лучше это делать на гладильной доске. Вот этот кусочек оверложенный вот туда заправляем. Вот. И вот этот запас нам нужно будет приметать, чтобы он не болтался справа налево. Я его вот так вот приколю пока, потом приметать вот тут вот поверху. Соединяем лиф с юбкой. Каким образом? Находим центр лифа. Вот так вот. Ставим рассечку. С юбкой делаем то же самое. И потом центр на центр переда и центр на центр спинки. Вот. Строчим от центра. Можно даже с бокового шва. Сметать не забудьте. Можно на иголочке, можно сметать. Вот. Шов у нас сантиметровый или 0,7. Вот. Теперь срезы мы обметываем или на оверлоке, или на зигзаге, или вручную.